привет! Я в столице Либерии, Монровии. Что это за страна, я вам расскажу по ходу видео. А сейчас расскажу с теми моментами, которыми я столкнулся в самом начале прибытия в эту страну. Но основное, скажем так, то, что большинство населения Либерии крайне негативно относятся к фото- и видеосъемке. Расскажу на наших примерах. Когда я ехал в такси и достал телефон для того, чтобы сделать фото и видео, местный чувак, наверное, в 5 метрах от окна моего такси, жестом показал мне то, что перережет мне горло. Одна из наших попутчиц достала просто телефон, ничего не фоткая. И местный чувак шел за нами приблизительно в течение 20 минут, дергал за руки и требовал $10. Он шел до тех пор, пока не подошли к полицейскому, не объяснили ситуацию. Полицейский просмотрел телефон, не нашел его фото и типа сказал ему отвали. И тот все равно еще в течение какого-то времени возмущался, махал руками и требовал денег. В общем-то, вы получили первое впечатление о стране из моего короткого рассказа. Но, скорее всего, более подробно о Либерии я расскажу в одном из следующих своих видео. О том, как живут люди в одной из беднейших и опаснейших стран Африки. О своем путешествии в эту страну. Расскажу и покажу на личном примере о том, что может случиться с белым туристом, приехавшим сюда. Ну что, ребят, мои слова об агрессивности местного населения в фото- и видеосъемке подтвердились самым прямым образом. Но в этом видео мы увидим, на мой взгляд, тоже не менее интересные вещи. Как я упоминал ранее, Либерия является одной из беднейших стран африканского континента. И средняя зарплата в Либерии составляет $25–50. То есть подавляющее большинство населения в стране зарабатывает в день всего лишь $1,5. Основу экономики Либерии составляет производство каучука. Либерия является одним из мировых лидеров в этом направлении. Определенная часть населения работает на каучуковых плантациях, которые расположены в джунглях. Но за право поработать на этих плантациях и заработать свои $1,5 в день еще надо побороться. Мы побывали на этих каучуковых плантациях, и первое, на что обращаешь внимание, это такой резкий и устойчивый запах латекса. И, честно говоря, это вызывает определенное удивление, когда ты находишься среди джунглей, среди буйной растительности и чувствуешь этот запах. Сейчас мы приехали на каучуковую плантацию. Для тех, кто не знал, каучук используется для очень многих видов резинотехнических изделий. What is this? Is the litter? Ну, такой прям сразу специфический запах резины чувствуется. Is the litter? Фу, запах, скажем так, не ахти. А сейчас я вам покажу, как все это собирается и выглядит. Собирается это по принципу, как у нас в России, березового сока. То есть вот на это каучуковое дерево. Каучуковое дерево вставляется вот такой металлический желобок. Ну, может, наверное, любой может вставляться. И все это дело стекается вот такое ведерко. I want to put your money, but I don't got no free. Name. Yes, it's Robert Tree. Робо? Every day. Робо Tree. Ну, это по местному наречию. Yes. This is Robert Tree. Робо, Yes. This litter. This litter in the top. Ага. Yes. When it drop in the cup, we collect it, put it in the top, put Я тоже первый раз. acid inside. А по-моему, в Таиланде тоже собирают каучук, если не ошибаюсь. Stir it, make it thicker. Чисто по Таиланду не знаю. This liquid in our top. We put sulfuric acid inside. Stir it. You got some small acid? Yes. Как ты говоришь, Серег? Серег, грубиян. Бери чуть ножку. Take the message and show it on you. Слушай, Мих, устраивайся здесь на работу. Мих, устраивайся здесь на работу. Give it to somebody.
No, wait. Put it. That's it? How much you pay me? Рабочего. Я говорю, пусть на работу здесь устраивается. Вон из Будет жить в хорошем климате. боди, ты можешь подойти. Один джоб. Ты отработал, просишь денег? Ну да, смену отработал. Человек профессионально это делает. Да. Слушай, у него опыта чуть больше, чем у меня. Ну, чуть-чуть. Мих, учись, тренируйся, в жизни пригодится. Только вчера приехал. На один день побольше. Руфи все банально делают. It's okay. Окей. Он сейчас зарубки делают постоянно в разных местах. We can go. Okay. So we are going to Piano now. Сейчас я вам покажу уже, скажем так, набранный каучук. Вот набранный каучук. И, в общем-то, как нам сказал гид, вот это количество каучука, вернее, из этого количества каучука можно сделать 10 автомобильных шин. А следующим местом нашего посещения будет либерийская деревня, которая находится среди джунглей. И нам обещали, что местные деревенские девушки станцуют нам зажигательный танец. А сейчас, ребят, мы сделаем небольшую паузу. Я вам расскажу о наушниках, которыми пользуюсь в последнее время. Это беспроводные наушники Transmart Spunky Beat. Ссылку на них я оставлю в описании. Как мы сейчас можем видеть, на улице идет дождь и дует ветер. А я вполне свободно могу пользоваться этими наушниками. Так как эти наушники имеют влагозащиту, позволяющую использовать их во время дождя. Помимо этого, в первую очередь, на что обращаешь внимание, наушники с очень хорошей эргономикой. И просто отлично сидят в ушах. И почти полностью изолируют от внешних шумов. В этом плане это лучшие наушники, с которыми я сталкивался. Наушники подключаются через Bluetooth, и проблем с подключением нет вообще никаких. К тому же имеют отличное качество связи со смартфоном. И у меня был отличный устойчивый сигнал через толстую стену. Наушники идут в комплекте с боксом, который их подзаряжает. Сам бокс можно подзаряжать как от внешнего USB кабеля, который идет также в комплекте, так и от внутреннего USB кабеля, который можно подключить к любому устройству с данным интерфейсом. Я считаю это очень удачным решением. И как вы можете видеть, данный бокс оснащен индикацией заряда. По поводу звука. Я, конечно, не являюсь специалистом в сфере звука, но звуком данных наушников я очень доволен, тем более учитывая их цену. Я сравнивал звук с наушниками, которые стоят на порядок или даже 2 выше, и разницы я не увидел. Ну и, конечно, помимо прослушивания музыки, при помощи данных наушников можно разговаривать по телефону. В данном случае наушники можно использовать как в паре, так и поодиночке, кому как удобнее. И в завершение хочу сказать, что данные наушники имеют функцию голосового помощника, а также сенсорное управление. И при помощи нажатия вы сможете управлять всеми функциями. Короче, 5-6 часов езды на автомобиле от столицы Либерии Монровии и 10-20 минут на лодке, и мы попадаем в местную деревню. И сейчас мы увидим, как живет местное население, можно сказать, в либерийской провинции. Для тех, кому интересно, может сравнить жизнь либерийской деревни с российской или деревней того региона, где вы живете.
Вот местный дом в либерийской деревне. Давайте зайдем, посмотрим, как здесь живут. Hi. Hi, girl. Hello. Yeah. Welcome. Alles fine? I didn't speak English. Ну, я так понимаю, местные девушки готовятся к танцам. Interesting. They got different people. What I put you there? Oh, nothing. What I'm saying, they got different people the way they want you to do their things. Yes. В общем-то, вы сейчас увидели танцы деревенских девушек и можете оценить их в комментариях. Но вопрос в том, что нам обещали полностью аутентичную деревню с танцами в народных костюмах. При всем том, что за данный тур с посещением каучуковой плантации, деревни и национального парка в Либерии мы заплатили совсем немаленькую сумму – $700. Это выходило по $100 с человека, хотя изначальная цена была $1400. И все наши претензии мы высказали гиду. Гид нас внимательно выслушал и сказал, что отвезет в другую деревню, в которой мы увидим все, что хотим. После этого мы погрузились в лодки и поплыли в другую деревню под стук африканских барабанов.
Примерно через час мы прибыли в нужную нам деревню. А пока местные девушки готовятся станцевать перед нами, мы посмотрим, как здесь живут люди. Любят ребята по деревам отдохнуть. Hello. What are you doing? It's your food? Yeah. Fish? Fish? Pony. Pony? Yeah. Спросил сейчас у местного парня, могу ли я здесь снимать фото-видео. Он мне разрешил. В общем-то, вот такие вот здесь, скажем так, как назвать, не знаю, квартиры. Take photo. You pay $5, yeah? $5, yeah? No. This open. This open. They open. Yeah. $10. $10? $5. But you give $5. This. The children coming outside. $10, чтобы посмотреть, как они живут. Вот такие здесь предприимчивые жители. $10 попросил мне. Чтобы я зашел там посмотрел, конечно. Неудобно стоит. Ага, он $10 запросил. Yes, the town. You shot me. I don't say him. I'm talking to you. First day. First day more. Вот так вот живет местное население. Дом из глины и еще из чего-либо. Ну что, наверное, уже пора посмотреть аутентичные танцы африканских девушек в национальных костюмах.
подытожим. Давайте подытожим. Либерийские деревни мы посмотрели, и они оказались не такими уж аутентичными, как нам обещали. Из-за аутентичности там остались только условия жизни. Еда на костре и ванна в реке. Танцы девушек понравились. Но все-таки я считаю, что это скорее театрализованное представление для туристов, чем традиционный уклад жизни. Но несмотря на это, данный тур мне понравился, если не брать в расчет его стоимость. За 8 часов $700, то есть $100 с человека. В стране, где средняя зарплата в месяц $25-50.